Так, начинаем наш ежедневный обзор доллар-рубль на сегодня, господа. Ну, собственно говоря, что хотелось бы сразу сказать. Как я вам и говорил, в понедельник не будет особо сильных движений. Хотя мы видим, что доллар сегодня вел себя достаточно волатильно. Смотрите, я вам говорил, что будет, скорее всего, попытка похода в район 62, и там, скорее всего, будет ожидание. Мы видим картину даже более интересную. На 62 мы сходили, да, и тут же вернулись на 63 практически, да, то есть 62,80. О чем это, господа, нам говорит? Конечно, это говорит нам о том, про что я вам говорил, что, скорее всего, начнется закрепление в районе 62,50. То есть даже 62, в момент, когда у нас фактически не было никаких драйверов, ну, которые, по сути, не толкали доллар вверх, и рубль мог, ну, скажем, просто так немного укрепиться за счет просто фазы ожидания. И то, смотрите, за 62 мы все-таки вниз даже не прошли, только коснулись 62 и тут же вернулись в итоге за 62,50. И все это, конечно, говорит об устойчивой динамике в сторону 63. Ожидания по рынку, в принципе, тоже сегодня, как бы я так понимаю, скажем, усиливается в том, что вероятность индекса завтра выходящих потребительских цен может показать, ну, в лучшем случае, легкое снижение. И, конечно, это все говорит о том, что доллар будет, скорее всего, укрепляться. Смотрите, сегодня будет короткий обзор, потому что прогнозировать нам особо уже нечего. Мы ждем, естественно, завтрашний день. Смотрите, по двухлетним облигациям, обратите внимание, доходность продолжает расти. Это к вопросу о том, что я вам говорил, что сейчас пытаются вернуть вообще интерес именно в облигации. И это происходит вполне себе прям направленно. Вот смотрите, 4,4 практически мы уже вернули по двухлеткам. Десятилетки просто идут все время вверх, даже лои подтягивают. Я говорю, 3,7 это тот, скорее всего, вариант, куда мы в итоге придем. Насчет четверки и так далее пока под вопросом, а вот 3,7 до конца этого года, я думаю, в любом случае мы посетим, а то, может быть, и повыше пойдет, потому что все будет зависеть, естественно, от ставки ФРС. И главное еще, господа, что будет говорить Пауэлл. Потому что ставка ФРС это будет факт, а Пауэлл будет речь фактически определяющий дальнейшую политику. А смотрите, что происходит с индексом доллара, господа. Видите, в принципе, он особо и не вырос никуда, да. То есть он фактически занял оранжевую позицию, около 105 фактически стабилизировался. И при этом, как я вас вчера предупреждал, что на усиление рубля это работать будет очень слабо. А вот на укрепление доллара очень сильно. И вот, собственно говоря, здесь так и происходит. То есть в итоге мы сходили, тут же опять вернулись. И все это говорит о том, что нас тянут, конечно же, за 63. Смотрите, что происходило с ценами на нефть. Но тут ситуация тоже, по большому счету, произошла в итоге стабилизация в районе 76. Вот мы видим уже даже отскок на 78, хотя вот здесь мы позакрывались, да, тоже вот 78 у нас, собственно говоря, в итоге показывает. До этого я смотрел, он еще показывал в районе 76. То есть пошел постепенный возврат. Но это, скорее всего, конечно, в ожиданиях данных. То есть рассматривая сценарий, возможно, будет снижение, соответственно, индекс цен потребителей, соответственно, вероятность повышения ставки будет снижаться. И это говорит о том, что, конечно же, нефть пытается вернуться в сторону 82-84. Пока к этому, как говорится, особых, скажем так, предпосылок нет. Ну, еще, наверное, можно вот также сюда закинуть в копилку то, что все-таки новый 9-й пакет санкций тоже пока не согласован. Это тоже, скорее всего, я думаю, поддерживает цены на нефть, именно российскую. Поэтому, в принципе, ситуация здесь пока тоже фактически ожидательная, и каких-то сильных колебаний нам ждать не стоит. Теперь смотрите по Китаю, господа. Ну, как я вам, в принципе, и сказал, что в районе 9 мы, скорее всего, пока будем консолидироваться. Но эта ситуация может довольно быстро все-таки поменяться, потому что, как я уже говорил, в среду будет очень много выходить статистики по Китаю, в том числе, тем более сейчас акции китайские очень сильно растут. Америка очень, прям все аналитики сходятся на то, что надо их покупать, покупать, покупать. И фактически сейчас прям такой китайский бум. Но вот вопрос,
как говорится, когда все очевидно, у меня есть такая фраза, те, кто торгует с нами в рынке непосредственно на телеграм-канале, знают прекрасно, что когда все очевидно, заработать не дадут. Поэтому на самом деле по Китаю есть вероятность, что могут тоже преподнести сюрпризы, но пока как бы бум такой там есть. И, собственно говоря, по юаню, возможно, будут попытки все-таки в сторону 9.1 двигаться. И самое главное сейчас понять, где будет дно. Потому что на самом деле вот сейчас идет такая консолидация, да, и фактически, понятно, тут серьезные события, притом консолидация сейчас вроде бы как направлена все-таки вверх. Вот мы видим коридор волатильности, он постепенно меняет свои границы в сторону вверх. И это говорит о том, что, конечно же, он пытается в сторону 9.1, там 9.3 пытаться, видимо, двигаться. Но вот выйдет ли он за 9.10, я что-то не очень уверен, но надо смотреть. Ставка, она, конечно, в среду может очень сильно все поменять. И плюс надо учитывать, что статистика, которая выйдет в Китае, она тоже, безусловно, может, как говорится, принести свои определенные, скажем так, моменты драйверов. И также надо учитывать ситуацию с ковидом, да, которая, если будет продолжать, скажем так, снижаться все эти меры противодействия, то это, безусловно, может поддержать. Ну и не забываем, что Китай-то, собственно говоря, может и свою ставку тоже, более того, даже ослабить. Поэтому тут как бы сценариев еще очень много, да, то есть вот здесь вот этот момент девятки, он по факту тоже является такой зоной определения, и еще пока до конца непонятно. Вроде как выглядит на то, что он все-таки пытается двигаться вверх, но надо учитывать, что переменных здесь достаточно много. Ну и по американскому рынку, господа, сегодня был небольшой такой негатив. Вначале отправляли в сторону 940, 930, а потом в итоге вот под вечер разогнали под 980. Не хочет пока американский рынок падать, но все это может решиться буквально завтрашним днем. Вот, в принципе, на сегодня, господа, я думаю, больше ничего тут особо говорить не стоит, потому что, еще раз говорю, никаких событий абсолютно, как я и говорил вам, в понедельник не будет. Все основное будет происходить завтра и послезавтра. Завтра мы, конечно, ждем еще отчет ОПЕК, он тоже выйдет завтра. На этом, кстати, вот нефть, возможно, перед ним немножечко корректируется вверх. Индекс цен потребителей, безусловно, это основное будет, собственно говоря, символ того, что куда все-таки мы, собственно говоря, двинемся. И, кстати говоря, многие американские аналитики сходятся на том, господа, что движение после индекса цен потребителей, если они выйдут со снижением, с большой вероятностью могут вывести S&P 500 чуть ли там не на 10%, то есть это фактически вот здесь в районе 4280, то есть типа должна быть очень мощная вот такая вот импульсная свеча. Ну, на самом деле, вот индекс цен потребителей предыдущих как раз вот была такая импульсная свеча, но она вынесла на 5%, а здесь прям пророчит 10%. Поэтому в этой ситуации, конечно, интересные будут завтра события, надо за ними наблюдать, ну и надо понимать, что также может быть и обратная реакция. То есть, если все-таки индекс цен потребителей выйдет с ростом, не дай бог, вот тут может начаться сильное обрушение, и тогда курс доллара-рубля может вылететь реально за 63.50. Не знаю, как они там его в итоге удержат или нет, но такой выход вполне себе возможен. Вплоть до 64, да, то есть вот смотрите, если здесь мы будем смотреть, выход за 63.50, выход за 64, тест, и обратный откат и стабилизация в районе 63.50. То есть на самом деле такое событие, либо принятие ставки, либо вот индекс цен потребителей, особенно если они именно выйдут с повышением, то тогда, соответственно, прям вот такой импульс, он позволит вынести курс за 63.50, протестировать 64 и закрываться в итоге, консолидироваться в районе 63.50. То есть 62.50 даже, который мы закрепляем, например, даже сегодня, да, это видно, то они уже станут тоже промежуточным уровнем, и в итоге это следующая ступенька на 63.50. Вот такая картина, господа. Напоминаю вам еще раз, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще, в принципе, финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, Trade Analytics, участвуйте также в прямых эфирах в YouTube. В принципе, они у нас там проходят каждый день. Единственное, что когда ситуация на рынке достаточно стабильная, то они чуть пореже выходят, а так 2 раза в день. Вот. Ну и, собственно говоря, вся аналитика тоже по всем рынкам, я тоже туда постоянно, как говорится, скидываю. Люди всегда в курсе. Так что подписывайтесь. Хороший вариант подписки.
один из полезных будет каналов. Так, ну и на этом, господа, еще раз напоминаю, что будем, соответственно, следить вот эту всю неделю вплоть до пятницы. В пятницу подведем итоги. Еще раз говорю, смотрите, мой прогноз на 63, это уже до конца недели. Видели, что сегодня, в принципе, мы уже туда ходили. Ну и 63,50 становится как вариант в итоге туда закрепления. Вот у нас проведен здесь давно уровень, который мы ждем при пробое. И, соответственно, его попытка закрепить. Тест 64 и закрепление на 63. Ну и, соответственно, господа, в воскресенье, естественно, я сделаю обзор новой недели. Это вот после вот этих всех основных ключевых событий мы уже будем пытаться прогнозировать с вами, собственно говоря, куда в итоге дорога доллара у нас в итоге будет до конца года. Потому что, по сути, основные события запустят триггеры здесь, а уже весь процесс пойдет уже дальше по накатанной до самого конца года, то есть до конца декабря. На этом, господа, заканчиваю. Еще раз напоминаю, что подписывайтесь на нами, следите в курсе, и будьте в курсе.